Посмотрите на нас. Мы живем в эпоху тотальной связи. В наших руках устройства, способные за секунду отправить сообщение на другой конец планеты. Мы окружены невидимыми сетями Wi-Fi, сотовыми вышками и спутниками. Мы смотрим светящиеся экраны, прокручивая бесконечные ленты новостей, и нам кажется, что мы контролируем этот мир. Но парадокс в том, что, подключившись к цифровой сети, мы оказались абсолютно отключены от реальности. Мы потеряли самую главную связь в нашей жизни. Вспомните, когда вы в последний раз были в лесу? Вы шли по тропинке, в наушниках играла музыка, а в голове крутились мысли о работе, кредитах и проблемах. А вокруг стояли молчаливые, неподвижные деревянные столбы с зелеными листьями. Просто красивые декорации для нашей суетливой жизни. Мы приходим в лес, чтобы насладиться его тишиной. Но эта тишина – величайшая иллюзия. Лес не молчит. Он буквально наполнен сигналами, переговаривается и пульсирует от напряжения. Просто мы от природы слепы и глухи к его частотам. Вы думаете, что стоите на обычной Земле, но прямо сейчас под вашими ногами работает биологический суперкомпьютер, который по своей сложности и масштабам превосходит все, что когда-либо создавало человечество. Многие из вас смотрели фантастические фильмы. Вспомните знаменитый «Аватар» и планету Пандора, где вся природа была объединена в единую нейросеть, а деревья могли чувствовать, помнить и защищать друг друга. Мы смотрели на это в кинотеатрах и думали, что это просто красивая сказка. Но наука последних лет доказала то, во что трудно поверить. Пандора – это не фантастика. Пандора находится здесь, на Земле. Мы просто забыли, как к ней подключаться. Прямо в эту секунду, пока вы смотрите это видео, деревья за окном передают друг другу электрические импульсы, в точности похожие на те, что бегут по нашим нервным клеткам. Они узнают своих детей и делятся с ними пищей. Они отправляют химические сигналы тревоги на километры вокруг. А недавние исследования доказали, что когда растению больно, оно физически, по-настоящему кричит. Мы привыкли считать себя венцом творения только потому, что у нас есть мозг. Но что, если разум может существовать без единого нейрона? Что, если интеллект может быть парализованным, медленным, но при этом управлять целой планетой? Сегодня мы спустимся под землю и пройдем по самым темным и древним сетям нашей планеты. Мы узнаем, как слепые и немые создания создали идеальное общество, где эгоизм ведет к смерти, а взаимовыручка возведена в абсолют. И мы попытаемся понять, почему наша оторванность от природы – это не просто эволюционная ошибка, а потеря части самих себя. Глава 1. Немой крик. Как звучит боль без голосовых связок? Представьте себе летний лес. Вы идете по тропинке, вдыхаете запах хвои и влажной земли. Вокруг вас возвышаются гигантские стволы. Раскидистые кроны фильтруют солнечный свет. Вам кажется, что вы находитесь в самом мирном и тихом месте на планете Земля. Слышен лишь шелест ветра в листве, хруст веток под ногами и пение птиц. Но эта тишина – всего лишь дефект нашей собственной биологии. Если бы ваши уши были способны улавливать более широкий спектр звуков, вы бы не смогли здесь находиться. Вы бы оглохли от информационной бури, от непрерывного гула, щелчков и криков, которыми прямо сейчас наполнена эта безмятежная чаща. На протяжении тысячелетий наука относилась к растениям как к красивым, но совершенно пассивным биологическим машинам. Логика казалась безупречной. Если на зебру нападает лев, она испытывает ужас, бежит и кричит. Если гусеница начинает пожирать лист дуба, дуб просто стоит на месте и молча принимает свою судьбу. Растениям отказали в праве на голос, потому что у них нет ни легких, чтобы набрать воздух, ни голосовых связок, чтобы издать звук. Мы были уверены, что мир флоры – это мир абсолютного покорного молчания. Так было до 2023 года. Именно тогда группа эволюционных биологов из Тель-Авивского университета решила проверить гипотезу, которая многим их коллегам казалась откровенным безумием. Они задались вопросом: а что, если растения все-таки кричат, когда им делают больно? Просто мы слишком глухи, чтобы это услышать.
Чтобы найти ответ, ученые создали условия абсолютной изоляции. Они взяли обычные кусты томатов и табака и поместили их в акустические камеры, полностью обшитые звукопоглощающими материалами. В этих комнатах не было ни малейшего фонового шума. Рядом с каждым растением исследователи установили сверхчувствительные ультразвуковые микрофоны, способные улавливать частоты до 100 кГц, далеко за пределами человеческого восприятия. Сначала растения были здоровы, и микрофоны фиксировали тишину. Но затем ученые начали подвергать их стрессу. Одну группу растений перестали поливать, обрекая их на медленную смерть от засухи. Другой группе нанесли физические травмы, им безжалостно обрезали стебли. И то, что произошло дальше, повергло научный мир в шок. Датчики сошли с ума. Компьютеры начали фиксировать отчетливые ритмичные звуки, исходящие прямо из стеблей раненых и умирающих от жажды растений. Поскольку у них нет голосовых связок, этот крик звучал не как человеческий вопль. Это была серия очень быстрых, резких ультразвуковых хлопков. Биологи сравнивают этот звук с тем, как если бы кто-то с невероятной скоростью лопал пузырчатую пленку или печатал на старой печатной машинке. Но самое пугающее в этом открытии – это громкость и интенсивность. Растение, умирающее от жажды, издавало до 50 таких криков каждый час. А громкость этих хлопков была сопоставима с громкостью обычного человеческого разговора. Растения буквально кричали в голос. Почему же мы, стоя в метре от них, ничего не слышим? Все дело в физике звука. Человеческое ухо способно воспринимать частоты максимум до 20 кГц, а растения транслируют свой стресс на частоте от 40 до 80 кГц. Мы находимся в слепой зоне. Но как организм без легких может издавать звук такой силы? Разгадка кроется в жестокой физике выживания, и называется этот процесс кавитацией. Внутри ствола каждого растения есть ксилема – микроскопические трубки, по которым вода поднимается от корней к листьям. Вода движется по ним под огромным натяжением. Когда растение получает травму или страдает от жесточайшей засухи, давление внутри этих сосудов падает, столб воды разрывается, и внутри стебля образуются микроскопические пузырьки воздуха. Когда эти пузырьки схлопываются под давлением, происходит миниатюрный взрыв, который порождает мощную акустическую ударную волну. Для нас это просто физический процесс, но для леса это язык выживания. Да, мы глухи к этому диапазону, но дикая природа нет. Ученые уверены, что этот ультразвуковой плач раненых растений отлично слышат те, кому это необходимо. Летучие мыши, обычные мыши, ночные бабочки и различные насекомые способны улавливать эти хлопки на расстоянии до 5 метров. Представьте себе самку бабочки, которая ищет место, чтобы отложить яйца. Она летит над полем и буквально слышит, как одно из растений кричит от нехватки воды. Бабочка понимает, этому растению больно, оно слабое, оно скоро умрет и не сможет прокормить ее потомство. И она летит к соседнему тихому кусту. Это открытие навсегда перевернуло наше восприятие реальности. Неподвижное дерево, которое мы привыкли считать куском древесины, физически транслирует свою боль в окружающее пространство. Лес – это не тихое убежище. Это громкая, пульсирующая арена, где каждый организм сообщает о своем состоянии. Но крик – это лишь инстинкт. Это рефлекс на боль. Издавать звуки при ранении может любое существо. Гораздо важнее другой вопрос. Если они способны реагировать на боль, способны ли они общаться осознанно? Могут ли деревья предупреждать друг друга об опасности и строить социальные связи, как это делают люди или стаи волков? Чтобы найти ответ, нам придется перестать смотреть на кроны деревьев. Нам нужно будет опустить взгляд и заглянуть в кромешную тьму под нашими ногами. Туда, где спрятано самое древнее и масштабное оптоволокно на планете Земля. Глава 2. Лесной интернет. Древнейшее оптоволокно на Земле. Когда вы смотрите на густой лес, вы видите миллионы отдельных деревьев.
Высокие сосны, раскидистые дубы, стройные березы. Каждая из них борется за место под солнцем, тянется ветвями вверх, пытаясь перерасти соседей, и раскидывает корни в поисках скудной влаги. Со стороны это выглядит как жестокая индивидуальная битва за выживание, как гладиаторская арена, где каждый сам за себя. Чарльз Дарвин называл это естественным отбором. И мы веками верили, что деревья – это эгоистичные одиночки. Но это лишь половина правды, видимая человеческому глазу. Истинная жизнь леса протекает там, куда не проникает ни один луч света, под слоем опавших листьев, мха и темной почвы. Если бы мы могли вооружиться рентгеновским зрением и посмотреть сквозь землю, мы бы увидели нечто, что навсегда изменит наше понимание слова «природа». Под нашими ногами нет изолированных корней. Там находится невообразимо сложная, пульсирующая и живая инфраструктура. Абсолютно каждое дерево в здоровом лесу соединено с другими. Они образуют гигантскую, непрерывную биологическую сеть, которую ученые прозвали Wood Wide Web – лесной интернет. Архитекторы этой глобальной паутины – грибы, точнее их подземная часть, известная как мицелий или грибница. То, что мы привыкли называть грибами, собирая их в корзины, это лишь крошечные плоды верхушки айсберга, которые появляются на поверхности на несколько дней, чтобы разбросать споры, а настоящее тело гриба прячется глубоко под землей. Это миллиарды микроскопических, белых, похожих на паутину, нитей гифов. Эти нити настолько тонки и плотно сплетены, что под одним вашим следом, под подошвой обычного ботинка, могут скрываться сотни километров этой живой сети. Грибница пронизывает каждый миллиметр лесной почвы, оплетая корни деревьев, как плотный чехол, а иногда даже проникая внутрь самих корневых клеток. Этот удивительный симбиоз деревьев и грибов называется микоризой. И это не просто соседство. Это идеальное взаимовыгодное партнерство, основанное на строгой экономике. Деревья – это фабрики по производству энергии. Благодаря фотосинтезу они берут солнечный свет и углекислый газ из воздуха, превращая их в сладкий питательный сахар. Но деревьям критически не хватает минералов и воды из почвы, потому что их корни слишком толстые и неуклюжие, чтобы добраться до каждой микроскопической капли влаги. Грибы, напротив, не умеют фотосинтезировать. Они живут в вечной темноте и нуждаются в сахаре для выживания. Зато их тончайшие нити мицелия способны проникать в мельчайшие поры камней, добывая воду, фосфор и азот с поразительной эффективностью. И тогда они заключают сделку. Дерево отдает грибу до трети своего ценного питательного вещества, а взамен грибная сеть работает как гигантская корневая система, поставляя дереву воду и минералы. Это идеальный бартер. Но настоящее чудо начинается дальше. Нити мицелия не заканчиваются на корнях одного дерева. Они ползут сквозь почву и подключаются к корням соседнего дерева, затем к следующему и к следующему. В итоге целый лес, состоящий из тысяч деревьев разных видов, оказывается физически связан в единую колоссальную кровеносную систему. И это не метафора. Лес – это один гигантский суперорганизм. Долгое время ученые не могли доказать эту связь, пока канадский эколог Сьюзен Симарт не провела революционный эксперимент. Она нашла в лесу березу и пихту, растущие рядом. Симарт надела на березу герметичный пластиковый пакет и закачала туда радиоактивный изотоп углерода – углерод-14. Береза поглотила этот газ в процессе фотосинтеза, и он превратился в радиоактивный сахар. Затем ученые взяли счетчик Гейгера и стали ждать. Спустя короткое время прибор затрещал, но не возле березы. Счетчик начал фиксировать радиацию в корнях, стволе и хвое соседней пихты. Береза, находясь на солнце, произвела избыток энергии и через подземную грибную сеть добровольно перекачала часть своего радиоактивного сахара пихте, которая росла в густой тени и голодала. Деревья делились едой. Причем делились деревья абсолютно разных видов, как если бы лев вдруг решил покормить антилопу. Этот подземный интернет работает точно так же, как оптоволоконные кабели в наших городах.
Через грибницу от дерева к дереву непрерывным потоком текут вода, углерод, фосфор и азот. Лес постоянно балансирует, ресурсы, здоровые деревья на залитых солнцем опушках перекачивают энергию больным, раненым или находящимся в глубокой тени соседям. Если одно дерево в лесу начинает засыхать или погибать от болезни, оно не уходит молча. Перед смертью оно использует последние силы, чтобы через микоризную сеть сбросить все свои накопленные питательные вещества соседним деревьям. Оно жертвует собой, чтобы спасти остальной лес. Мы смотрели фильм «Аватар» и восхищались идеей того, что вся природа Пандоры соединена невидимыми связями. Мы считали это красивой фантазией голливудских сценаристов, но реальность превзошла кино. Биологический интернет Земли старше человечества на сотни миллионов лет, и этот интернет используется не только для обмена пищей. По этим тончайшим белым нитям передается нечто гораздо более сложное и быстрое. То, что мы привыкли ассоциировать только с высшими животными и человеком, по этим сетям передается страх и боль. Если лесу угрожает опасность, деревья не ждут своей участи в тишине. Они включают систему экстренного оповещения, которая работает на электрических импульсах, пугающе похожих на те, что прямо сейчас бьются в вашем мозге. Глава 3. Электрические нервы. Как лес узнает о нападении. Посмотрите на свою руку. Прямо сейчас, пока вы слушаете этот текст, ваш мозг обрабатывает информацию. Чтобы вы могли пошевелить пальцем, по вашим нервным волокнам с невероятной скоростью пробегает электрический заряд. Ученые называют это потенциалом действия. Это универсальный язык нашей нервной системы. Мгновенный сигнал, который заставляет мышцы сокращаться, а тело реагировать на боль. Если вы случайно дотронетесь до раскаленной плиты, электрический импульс от обожженной кожи за доли секунды долетит до мозга. Мозг мгновенно отправит ответный сигнал мышцам руки «отдернуть». Вы даже не успеете осознать боль, как ваше тело уже спасет само себя. Это молниеносная, отточенная миллионами лет эволюции реакция. Но у деревьев нет мышц. У них нет ни единого нейрона, ни центрального мозга, ни спинного мозга. Они прикованы корнями к земле и не могут отдернуть ветку от огня или убежать от лесоруба. Нам кажется логичным, что если у организма нет нервной системы, значит он не может чувствовать боль, страх или панику. Это еще одно величайшее заблуждение человечества. Мы искали мозг там, где он никогда не был нужен. Эволюция растений пошла совершенно по другому пути. Вместо того, чтобы создавать один уязвимый центральный орган – мозг, который легко уничтожить одним ударом, растения распределили свой интеллект по всему телу. Давайте вернемся в лес. Представьте себе дуб, на листе которого напала колония прожорливых гусениц. Сотни челюстей начинает методично выгрызать зеленую плоть, уничтожая солнечные панели дерева. Для растения это не просто неприятность, это смертельная угроза, сравнимая с тем, как если бы кто-то начал заживо поедать вашу кожу. Дуб не может стряхнуть гусениц, но он не собирается сдаваться молча. Как только челюсть насекомого повреждает ткань листа, в месте укуса происходит резкое падение электрического напряжения. Клетки растения мгновенно открывают ионные каналы, впуская кальций. Формируется электрический импульс, тот самый потенциал действия, который бежит по нервам человека. У дерева нет нервных волокон, но у него есть собственная кровеносная система – флоэма, по которой течет сладкий сок. И этот электрический заряд с огромной скоростью начинает распространяться по сосудам растения от погрызенного листа вниз по веткам, через ствол, прямо к корням. Дерево чувствует травму, и оно немедленно запускает химическую контратаку. Электрический импульс дает команду клеткам начать производство защитных токсинов, горьких танинов и алкалоидов. Листья дуба за считанные минуты становятся невыносимо горькими и ядовитыми для насекомых. Гусеницы давятся, их пищеварение останавливается, и многие из них погибают, так и не успев уничтожить крону. Дерево
спасает себя. Но на этом процесс не заканчивается. Если бы дуб защищал только себя, он был бы эгоистом, а эгоисты в суровом лесу не выживают. Лес – это единый организм, и болезнь одного дерева угрожает всей экосистеме. Гусеницы, отравившись листьями дуба, могут переползти на соседнее здоровое дерево и уничтожить его. И здесь в игру вступает лесной интернет. Та самая подземная грибная сеть микоризы, о которой мы говорили. Как только электрический импульс боли достигает корней раненого дуба, он не затухает в земле. Сигнал передается прямо в грибницу, и по тончайшим белым нитям мицелия электрическая СМС-ка о нападении летит к корням всех соседних деревьев. Это сигнал воздушной тревоги. Соседние деревья, которых еще даже не коснулась ни одна гусеница, получают экстренное сообщение. «Рядом враг. Мы несем потери. Готовьтесь к обороне». И они готовятся. Получив электрический сигнал через грибницу, здоровые деревья мгновенно запускают в своих листьях химические заводы, накачивая их защитными токсинами. Когда голодные гусеницы доползают до соседних деревьев, их ждет неприятный сюрприз. Весь лес вокруг уже горький и ядовитый. Атака отбита. Лесная нейросеть сработала безупречно. И этот язык защиты не ограничивается только электричеством. Растения умеют кричать об опасности и по воздуху. В Африке растет зонтичная акация. Это излюбленное лакомство жирафов. Когда жираф подходит к акации и начинает срывать ее вкусные зеленые листья, дерево испытывает тот же самый стресс. Помимо электрических сигналов, в корнях акация моментально выбрасывает в воздух облако газа этилена. Это летучий феромон, химический крик боли. Ветер подхватывает этот невидимый газ и несет его к соседним акациям. Рецепторы на их листьях улавливают этилен в воздухе, и деревья тут же начинают вырабатывать в своей листве ударные дозы токсичного танина. Всего через 10 минут листья соседних акаций становятся настолько горькими, что жираф просто выплевывает их. Удивительно, но жирафы в процессе эволюции поняли этот язык деревьев. Они больше не едят листья с акаций, стоящих по ветру. Жираф срывает листья с одного дерева, а затем всегда идет строго против ветра, туда, куда еще не долетело химическое предупреждение, и где деревья еще не успели сделать свою листву ядовитой. Идет борьба не на жизнь, а на смерть между животными и растениями. И все это происходит в невидимых для нашего глаза химических и электрических спектрах. Мы гуляем по лесу с телефонами в руках, уверенные, что мы единственные существа на планете, способные на сложную коммуникацию. А вокруг нас прямо сейчас по воздуху летят химические радиограммы, пульсируют электрические тревоги, и тысячи организмов координируют свои действия с идеальной синхронностью. Они не просто реагируют на боль, они проявляют сложнейшее социальное поведение, они защищают свою семью. Да, у деревьев есть семьи, и в центре каждой такой семьи стоит гигантский молчаливый страж. Тот, кто управляет потоками энергии, кто знает каждого своего потомка в лицо, и кто решает, кому в этом лесу суждено выжить, а кому умереть. Мы приближаемся к ядру лесного суперкомпьютера, к так называемым материнским деревьям. Глава 4. Материнские деревья. Социализм и самопожертвование. Мы привыкли смотреть на природу через призму жестокой конкуренции. Нам со школьной скамьи внушали простое и беспощадное правило – выживает сильнейший. В животном мире лев убивает слабую антилопу, а в мире растений самое высокое дерево с самой широкой кроной забирает весь солнечный свет, оставляя низкорослых соседей медленно умирать в холодной тени. Это капитализм в чистом виде, где ресурсы достаются лишь тем, кто сумел пробиться наверх. Но чем глубже ученые погружались в изучение лесного интернета, тем яснее становилось одно – законы джунглей работают далеко не везде. В здоровом лесу царит не безжалостная конкуренция, а сложнейший, почти утопический социализм. И управляют этой системой исполины, которых экологи назвали материнскими деревьями. Найдите в лесу самое старое, самое толстое и высокое дерево. Его корни уходят глубоко в почву,
выкачивая воду из подземных горизонтов, куда не могут добраться молодые саженцы. Его необъятная крона раскинулась над лесом словно гигантский зонд, собирая максимум солнечной энергии и превращая ее в тонны сладкого сахара. Для человеческого глаза это дерево выглядит как абсолютный монополист, как тиран, который забрал себе все ресурсы. Но под землей картина совершенно иная. Материнское дерево – это центральный сервер лесной нейросети. Это самый крупный и мощный узел в грибной паутине микоризы. К корням этого гиганта подключены сотни, а иногда и тысячи других деревьев по всему лесу. И вместо того, чтобы накапливать излишки энергии только для себя, материнское дерево начинает работать как заботливый распределительный центр. Представьте себе молодой росток пихты. Он пробился из семечка на землю, плотно укрытую тенью огромных сосен. Солнечный луч падает на его крошечные иголки лишь на пару минут в день. У этого ростка нет ни единого шанса на выживание. Без фотосинтеза он не может произвести сахар, а без питательных веществ он просто засохнет в темноте. По законам Дарвина он должен умереть. Но росток не умирает. Он подключает свои тонкие корешки к глобальной сети микоризы. Грибница моментально считывает химический сигнал от голодающего саженца. Информация о нехватке ресурсов передается по подземным каналам к материнскому дереву. И гигант, стоящий под палящим солнцем в десятках метров от ростка, начинает целенаправленно перекачивать часть своего углерода, воды и питательных веществ вниз, в грибную сеть, направляя спасительную посылку прямо к корням умирающего малыша. Материнское дерево буквально берет молодое растение на искусственное вскармливание. Оно годами, день за днем, содержит росток за свой счет, пока тот не окрепнет и не пробьется к свету. Лес не бросает своих. И это не бездумная слепая раздача ресурсов всем подряд. Недавние исследования с использованием радиоактивных изотопов доказали поразительный факт. Деревья умеют узнавать своих родственников. Когда материнское дерево распределяет сахар через грибницу, оно четко понимает, кто находится на другом конце провода. Ученые высадили вокруг старой ели ее собственные семена генетических детей и семена совершенно чужих деревьев. Оказалось, что грибная сеть, словно умный алгоритм, перенаправляет львиную долю питательных веществ именно родным росткам. Материнское дерево даже слегка сокращает рост своей корневой системы, чтобы освободить место в почве для своих детей. У растений есть семья, и они способны заботиться о своем потомстве. Но самая пронзительная драма разворачивается тогда, когда этот лесной страж приближается к концу своей жизни. Деревья не живут вечно. Рано или поздно материнское дерево начинает умирать от старости, удара молнии или нашествия короедов. Его сосуды иссыхают, а листья желтеют и опадают. Для любого животного смерть – это процесс угасания и экономии энергии в отчаянной попытке спастись. Но умирающее дерево поступает иначе. Перед тем, как окончательно засохнуть и рухнуть на землю, оно совершает величайший акт альтруизма. Дерево открывает свои внутренние резервуары и за несколько недель до гибели сбрасывает абсолютно все свои накопленные ресурсы – углерод, азот, воду и защитные химические соединения в подземную сеть микоризы. Оно опустошает себя до последней капли. Этот прощальный подарок гиганта мощным потоком распределяется по всему лесу, питая молодые саженцы, укрепляя соседей и передавая им химическую память о болезнях и засухах, которые дерево пережило за свою долгую жизнь. Материнское дерево умирает, но его энергия и его знания продолжают жить в каждом листе окружающего леса. Это не просто биологический процесс. Это мудрость системы, которая поняла, смерть одного – это жизнь для всех остальных. Мы приходим в лес с топорами и бензопилами. Мы выбираем самое толстое, самое высокое и прямое дерево, потому что из него получится лучшая древесина. Мы срубаем материнское дерево, не понимая, что в этот момент мы не просто валим ствол. Мы вырываем центральный процессор. Мы перерезаем главный кабель, питающий сотни молодых жизней вокруг. Лес, потерявший свой центральный узел,
слепнет, слабеет и становится уязвимым для болезней и насекомых. Мы ведем себя как слон в посудной лавке, разрушая сложнейшую архитектуру, потому что не способны увидеть картину целиком. Мы упрямо ищем разум только там, где есть серое вещество и извилины. Мы считаем, что способность думать, помнить и принимать решения – это эксклюзивная привилегия существ, обладающих мозгом. Но природа вновь смеется над нашей надменностью. Чтобы обладать памятью, не обязательно иметь нейроны. Чтобы принимать решения, не нужен череп. Лес – это живое доказательство того, что интеллект может принимать формы, которые не укладываются в человеческое сознание. Добро пожаловать в мир парализованного, но невероятно мощного разума. Глава 5. Разум без мозга. Умеют ли растения запоминать? Что делает нас разумными? За тысячелетия философии и науки человечество пришло к простому выводу. Интеллект неразрывно связан с наличием центральной нервной системы. Мозг – это наш жесткий диск, процессор и оперативная память в одном флаконе. Именно там, в хитросплетениях миллиардов нейронов, рождаются наши мысли, хранятся воспоминания о первом поцелуе или о том, что огонь обжигает пальцы. Без мозга нет памяти, а без памяти невозможно обучение. Если организм не способен запоминать прошлые ошибки и делать из них выводы на будущее, он обречен действовать как примитивный биоробот, подчиняющийся жестко прошитым инстинктам. Растения, у которых нет ни единой нервной клетки, идеально вписываются в эту картину мира. Они реагируют на свет, тянутся к воде, но не могут учиться. Так думали все, пока в лабораторию не принесли скромный тропический куст – стыдливую мимозу. Это удивительное растение знаменито своей защитной реакцией. Если вы дотронетесь до ее перистых листьев пальцем, они мгновенно сложатся вдоль центральной жилки, а вся веточка поникнет, словно увядшая. Это элегантный защитный механизм. Травоядное животное видит пышный зеленый куст, тянется к нему мордой, но при первом же касании куст превращается в колючую сухую палку, которую совершенно не хочется есть. Через несколько минут, когда угроза минует, мимоза снова распускает листья, возвращаясь к жизни. Ученые решили задать растению вопрос, который казался абсурдным. Способна ли она понять, что угроза ложная, и перестать тратить энергию на защитное сворачивание листьев? Для эксперимента был создан специальный аппарат. Контейнер со стыдливой мимозой поднимали на высоту 15 сантиметров и резко сбрасывали вниз на мягкую подложку. Растение не получало никаких физических повреждений, но испытывало сильный шок от падения. При первом падении мимоза, как и ожидалось, мгновенно свернула все свои листья, реагируя на опасность. Эксперимент повторили во второй раз. Мимоза снова спрятала листья. Но ученые продолжали методично ронять контейнер с одинаковой высоты раз за разом. И на 6-й раз произошло нечто необъяснимое. Мимоза перестала сворачиваться. Емкость падала, ударялась о подложку, но листья оставались полностью расправленными. Растение не устало и не исчерпало запас энергии. Если к нему подносили палец или слегка встряхивали с другой стороны, оно по-прежнему молниеносно реагировало и прятало листву. Но именно на падение с высоты в 15 сантиметров мимоза больше не обращала внимания. Она поняла, что это конкретное воздействие не несет ей никакого вреда. Растение проанализировало ситуацию, сделало вывод и изменило свое поведение. Оно научилось игнорировать ложную тревогу. Но самое поразительное ждало ученых впереди. Они оставили обученную мимозу в покое на целый месяц. 28 дней растение росло в идеальных условиях теплицы, без каких-либо падений и стрессов. А затем биологи снова поместили этот же контейнер в аппарат и сбросили его вниз. Мимоза не свернула листья. Она помнила этот урок даже спустя месяц. Для сравнения, пчела, у которой есть полноценный, хотя и крошечный мозг, забывает подобный опыт всего за несколько суток. Растение без единого нейрона продемонстрировало долгосрочную память, превосходящую память многих насекомых. Как это вообще возможно? Где хранится эта информация, если у мимозы нет жесткого диска в виде серого вещества?
Наука до сих пор бьется над этой загадкой. Одна из ведущих теорий гласит, что растения хранят воспоминания не в специализированных клетках, а в сложнейших химических и эпигенетических маркерах, разбросанных по всему организму. Опыт записывается прямо в структуру белков и молекул внутри каждой клетки. Это не централизованная картотека, как у нас, а децентрализованная база данных, где каждая ветка и каждый корень хранят частицу общего знания. И если крошечный куст способен обучаться и помнить падение в лаборатории, то представьте себе масштаб памяти гигантского леса. Вековой дуб, переживший десятки жестоких засух, нашествий короедов и суровых зим, не просто стоит на месте. Его клетки хранят молекулярную память о каждой катастрофе. И когда наступает новая засуха, это дерево не паникует. Оно заранее знает, как нужно изменить свой метаболизм, как сузить поры на листьях и как перераспределить потоки воды из глубоких горизонтов. Оно вспоминает свой прошлый опыт выживания. А теперь вспомните про лесной интернет, про грибную сеть микоризы, которая связывает корни всех деревьев в лесу. Когда древний страж передает питание молодым саженцам, он передает им не только углерод и воду, он передает им свою химическую память. Дерево-ветеран обучает молодняк, пересылая по грибнице молекулярные инструкции о том, как нужно реагировать на недостаток влаги или атаки насекомых, с которыми саженцы еще ни разу в жизни не сталкивались. Лес работает как единая нейронная сеть, где опыт одного гиганта мгновенно становится достоянием тысяч молодых побегов. Они не просто растут рядом, они общаются, учатся и помнят. Они предупреждают друг друга об опасности электрическими импульсами, создают химическое оружие и распределяют ресурсы по законам строгой взаимовыручки. Их разум не похож на наш. Он медлительный, парализованный и бесшумный для человеческого уха, но его мощь и сложность превосходят все, что мы можем себе представить. Это интеллект, который управляет целыми экосистемами на протяжении сотен миллионов лет. Инопланетный суперкомпьютер, который работает прямо под нашими ногами. Но эта сеть оказалась абсолютно беззащитна перед одной единственной угрозой. Угрозой, которая пришла не из природы, а из городов. Мы подошли к финалу нашей истории. Глава 6. Связь, которую мы потеряли. Возвращение к Эйве. Мы начали наше путешествие с простой истины. Мы ослепли и оглохли к частотам природы. В погоне за прогрессом человечество заковало себя в бетонные коробки, окружило асфальтом и экранами смартфонов. Мы создали свой собственный цифровой интернет, наивно полагая, что это венец эволюции и предел возможностей передачи информации. Но пока мы гордимся своими серверами и оптоволоконными кабелями, под ногами у нас уже сотни миллионов лет бесперебойно работает куда более совершенная сеть – биологический интернет, который объединяет триллионы живых организмов в единую, пульсирующую, мыслящую систему. Вспомните фильм «Аватар» и вымышленную планету Пандора. Там каждое дерево было частью Эйвы, глобального нейронного разума, хранящего память предков и управляющего балансом всей экосистемы. Мы смотрели на это в кинотеатрах и восхищались фантазией режиссера, но Джеймс Кэмерон ничего не выдумал. Он лишь показал нам то, что мы разучились видеть на нашей собственной планете. Земля и есть Пандора. А Эйва – это не мистика и не магия. Это суровая химическая и электрическая реальность лесной микоризы. Это материнские деревья, которые перекачивают воду умирающим саженцам. Это ультразвуковые крики боли, раздающиеся при каждой засухе. Это электрические импульсы страха, летящие по корням дубов со скоростью нервного сигнала. Лес – это не набор бревен, пригодных для строительства домов или производства бумаги. Это единый, распределенный суперкомпьютер. Разум без мозга, который способен учиться на своих ошибках, запоминать климатические катастрофы и жертвовать собой ради выживания соседей. Но этот древний интеллект столкнулся с угрозой, алгоритмы которой он не в силах просчитать. Каждый раз, когда мы сгоняем тяжелую технику в тайгу или джунгли Амазонии, мы не просто занимаемся лесозаготовкой. Когда падает старое материнское дерево,
Мы проводим лоботомию этому лесному разуму. Мы перерезаем главные узлы связи, обрывая тысячелетние потоки энергии. Молодые деревья, лишившись опеки и памяти своих гигантских предков, можно сказать, слепнут и глохнут. Они больше не получают предупреждений о нападении короедов. Они не получают воду в периоды засухи. Лес распадается на изолированных, напуганных одиночек и медленно умирает. Мы уничтожаем этот невидимый мир просто потому, что не понимаем его языка. Мы слишком долго считали себя единственными разумными хозяевами планеты, забыв, что мы сами являемся лишь крошечной частью этой глобальной сети. Природа не нуждается в нашем спасении. Она пережила падение астероидов, ледниковые периоды и раскол континентов. Если мы продолжим разрушать ее архитектуру, она просто сотрет нас со своего лица, как неудавшийся биологический эксперимент, и продолжит свой путь. Спасать нужно не планету, спасать нужно самих себя. И первый шаг к этому спасению – это осознание того факта, что Земля – это самый удивительный, сложный и абсолютно инопланетный мир во Вселенной. Мир, который общается с нами каждую секунду, если только мы готовы снять наушники и прислушаться к его немому крику. В следующий раз, когда вы пойдете в лес, остановитесь на секунду. Положите ладонь на шершавую кору старого дерева, закройте глаза и просто представьте, какая колоссальная электрическая и химическая буря бушует прямо сейчас под вашими ногами. Вы стоите на вершине величайшего разума, и вы больше никогда не сможете смотреть на природу по-старому. С вами был канал Экзомир. Берегите все, что вас окружает, и старайтесь больше взаимодействовать с природой. Спасибо, что были с нами, и до скорой встречи.